После публикации завирусившегося в интернете видео, на котором Далай-лама XIV целует мальчика в губы и просит его пососать язык, буддийский духовный лидер принес извинения. Они были адресованы ребенку и его семье. Пресс-служба Далай-ламы выразила сожаление по поводу боли, которые могли причинить его слова. Этот случай произошел 28 февраля, во время встречи духовного лидера Тибета со школьниками, прошедшими обучение по благотворительной программе. Thank you. Thank you. We are saying, human brothers and sisters. Напоследок Далай-лама снова обнял школьника и посоветовал ему общаться с людьми, творящими мир и счастье вокруг. В то время как некоторые тибетские активисты и пользователи интернета описывают инцидент как шутку, вырванную из контекста, часть комментаторов в сети выразила обеспокоенность по поводу растления малолетних, замаскированного под игровое поведение. Само собой, сейчас я смягчаю и не передаю все эти мерзкие эпитеты, которыми награждали ламу критики. Вообще, если вы вдруг посетите Тибет и увидите, как первый встречный незнакомец, смотря на вас, высовывает язык, не спешите обижаться или возмущаться этому жесту. Это не неуважение, а просто приветствие. Более того, это дает вам возможность убедиться, что ваш собеседник не является демоном, который скрывается под человеческой маской. Тибетцы знают, что у демонов язык зеленый, поэтому высунуть его при встрече является лучшим способом демонстрации того, что вы не являетесь злонамеренным потусторонним существом. Есть другая версия, связанная с личностью последнего тибетского царя Ландармы. Он был известен как гонитель буддизма, осквернитель святынь и убийца монахов. Ландарма был таким ужасным, что его описывали как тварь с рогами и черным языком. Показывая язык при встрече, люди демонстрируют отсутствие связи с этим презренным повелителем и нечистью. Несмотря на попытки китайских властей искоренить этот древний обычай приветствия, он все еще жив. Примечательно, что эпизод с языками был в фильме «7 лет в Тибете», где главный герой фильма в исполнении Брэда Питта, попадая в Тибет, становится наставником еще молодого Далай-ламы XIV, находящегося сейчас в центре внимания. Наверное, это приветствие. Главное, чтобы не лезли целоваться. Такие вот интересные ритуалы. Поэтому вряд ли стоит рассматривать эти случаи с Далай-ламой и мальчиком в отрыве от общего нарратива культуры тибетского народа. Наш современный общепринятый взгляд на обычаи основан на западной культуре и ее толковании норм поведения в отношении сексуальности. И свои суждения люди зачастую склонны выносить, основываясь только на ограниченных данных, продиктованных своей социокультурной матрицей. Модель общества потребления основана на превращении в товар всего, в том числе и человеческого тела. Здесь нет места невинным чувствам. Каждый второй ищет выгоду и подозревает остальных в таком же отношении к себе. Какое-то случайно произнесенное слово, взгляд, жест, неловкое прикосновение могут быть расценены как харассмент и покушение на сексуальную неприкосновенность. А что вы думаете по этому поводу? Давайте пообщаемся в комментариях. А на сегодня все. Пока. Читайте журнал.